Всем привет, дамы и господа! Вы находитесь на канале Дипраша. И сегодня мы с вами продолжаем наше видео о походе в лес, на озера, на пруд от 6 июня 2024 года. Вот мы с вами добрались до озера. Видите, вон там в прогале белеет что-то. Это озеро наше. И до него мы наконец-то добрались. Спустя несколько часов блуждания по лесам и оврагам и болотам. Вот оно, озерко. Земляная чаша тут довольно-таки большая, но, видимо, был какой-то прорыв в дамбе у ручья, и оно усохло на 2/3, осталась только 1/3. А если починить дамбу и полностью все это затопить, будет довольно-таки приличное озерко. Не такое большое, конечно, как наш деревенский пруд, но карася сюда вполне можно запустить. Это озеро, или точнее пруд, находится вот в таком вот овраге. Вообще оно сделано на ручье. Ручей то ли Курт, то ли лесной он называется. По-моему, Курт все-таки. Тут несколько ручьев, много их точнее. Так, вот дорога к ручью идет между двумя лесочками. Вот еловый лес и смешанный. Вот отсюда вот мы с вами пришли. Через этот лес. Тропинка ведет к этому пруду. Пардон, Рейбс, я перепутал. Не Кёрт, а Коржа называется ручей. Курт — это речка другая, в 5 километрах отсюда. Так, господа, мы с вами перебрались на деревенский пруд, который находится в километрах, наверное, в 2, если по прямой, от этого маленького лесного озерка пруда, который я вам показывал. Я зашел по пути домой, взял удочки и решил сходить еще и на пруд. Там в лесу еще один пруд есть, который я вам показывал. В этот раз я до него не добрался. Там на ручье Кржа 2 прудика. Они оба заброшенные, оба запущенные. И говорят, что рыбы там нет. Ну, надо еще самому убедиться, походить с удочкой. Мой сосед, дачник, он же бывший гаишник, он же директор охотхозяйства, он же председатель общества рыболовов-охотников нашего района, говорит, что собирается эти 2 прудика взять в аренду, привести в порядок и зарыбить. Речь сейчас идет не об этом деревенском пруде, а о тех 2, которые в лесу скрыты. По моим скромным умозрительным прикидкам, эта операция, то есть восстановление и жеребление 2 прудов, где-то встанет у него в несколько десятков миллионов рублей. И это еще по старым довоенным ценам. Откуда я знаю? Ну, косвенное отношение к рыбоводству я имею. Начинал диплом я писать по ихтиологии, потом, правда, забросил. И курс рыбоводства тоже прослушал в университете. Ну и плюс там старшие товарищи со старших курсов, кое-кто ушел в рыбоводство и достиг в этом неплохих успехов. Есть у них рыбоводческие хозяйства, где они директорами являются. Ну, то есть я понятия имею более-менее, о чем говорю. Так вот, откуда у этого бывшего мента несколько десятков миллионов рублей? Чё-то я сомневаюсь, что он на службе смог столько заработать.
Не, ну может он, конечно, надеется на государственные гранты, которые покроют ему все эти расходы. Но их тоже получить не так-то просто в Минсельхозе. Особенно в текущее время, нынешнюю обстановку учитывая. Так, а это мы с вами уже бродим по ручью, на котором и основан деревенский пруд. Вот этот вот большой пруд, в котором есть рыба. Линь и щука. Да, линь и щука. Карася сюда, говорят, запускали, но он не выжил. Щука его истребила. Вот такой вот ручей. Это вот переправа через ручей. Скотина тут переходит из одной деревни в другую по этому ручью. Лошади, коровы. И вот тут я в кустах вот нашел вот такие вот санки. Причем привязанные к кусту. Не просто брошенные, они вот привязаны к кусту. Кто их тут оставил? Они, конечно, ржавые уже, но в принципе, если подремонтировать, ничего не сломано, все железо на месте. Вот эти вот деревяшки отремонтировать и все. Вот рабочие санки. Странно, ребят, не понимаю, кто их здесь оставил, эти санки. И что они здесь делают на переправе через ручей. Продолжаем наше путешествие вдоль ручья по склону оврага. Санки оставим здесь, где они и были. Вот такой вот красивый луг примыкает к оврагу с желтыми цветочками. Ну, это что-то типа сурепки. Да. Красивые у нас тут места, ребята, красивые. Ничего не скажешь. Ручьи, овраги, пруды, озера. Правда, никакой речки вблизи нету, но может это и к лучшему. Чтобы она не разливалась, не затопляла. Вот тут вот на дне оврага ручей течет. Какое интересное дерево, ребята. Вот тут тоже можно в развилке веток установить ловушку для пчелиных раев. Интересно, интересно, интересно. Так, а вот тоже такое довольно интересное дерево с раскидистыми ветвями. Тут тоже можно попробовать установить ловушку. Но, правда, оно стоит на самом краю леса и видно его издалека. Но если использовать лестницу, то да, вполне можно где-нибудь там наверху, на верхних ветвях установить